Всем привет! Меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Наша семья состоит из 3 человек. Это я, мой муж и ребенок дошкольного возраста. А еще у нас есть кошка. Сегодня будем распределять денежные средства, деньги по конвертам. Сейчас я буду все доставать. Сегодня на распределение будут как рубли, так и доллары. Наличными 10 600 рублей, в долларах 50 долларов и на картах 30 100 рублей. Сейчас все средства я разложу на стойку и потом начнем распределять. Так, начнем. Вот 50 долларов отправляется на стойку. Наличные. Это то, что лежит на картах. И еще вот у меня появился такой конвертик. И это то, что с данного распределения уйдет на финансовые игры и в копилки. Так, я, наверное, вот так поставлю. Сначала будет этот конвертик. Потом уже пойдет долларовая купюра. И дальше сейчас я расположу все денежные купюры. Тысячные банкноты. Так, по 500 рублей. Так, хочу их, наверное, не так. Я хочу, чтобы было видно наш герб. Сейчас я их красиво все составлю. По 500 рублей сегодня много банкнот. Ну и конвертиков у меня немало. Для каждой банкноты найдется место. По 500 рублей. Так, теперь здесь по 100 рублей и по полтинникам. Сейчас по 100 рублей тоже разложу аккуратненько, купюра к купюре. И начнем уже распределение. Пошуршим купюрами. Да, прям размен у меня сегодня много. Очень много 100-рублевых банкнот. Ну, ничего, для каждой банкноты найдется свой конвертик. Скучать никому не придется. Полтинники. И эта стопка, это те деньги, которые у меня лежат на картах. И вот такие вот деньги из магазина приколов. Это для того, чтобы визуализировать те средства, которые лежат на картах. Я их сложу одной стопкой сюда. Вот она, моя табличка. Начнем. Так, сейчас подвину, чтобы хватило места для моего органайзера. Начнем, как всегда, с первой статьи накоплений. Это накопления ежемесячные для ежемесячных трат. Первое — это идут коммунальные услуги. Платежи я уже все провела. В этом конвертике у меня осталось только 300 рублей. И к началу следующего месяца мне нужно, чтобы здесь у меня накопилось... Так, сейчас апрель, отопление скоро у нас уже отключат, и сумма платежа должна уменьшиться. Но за апрель я думаю, что также, да, в пределах 6000 выйдет, поэтому я сюда внесу. У меня 300 рублей было, осталось. Я сюда добавлю 2700. И на балансе у меня получится 3000 рублей. Вот то, что отмечено желтым, это у меня те деньги, которые лежат на картах. То есть мне нужно в этот конвертик сейчас будет отправить 2700. И эти деньги у меня располагаются на карте. Ну ничего, скоро уже отопление будет отключено, и тогда можно будет платить меньше.
но увеличится с приходом лета, увеличатся траты на электроэнергию. Потому что у нас бывают очень жаркие дни, неизвестно, какое лето будет и когда жара начнется. И придется пользоваться кондиционером. Кондиционер — это значит дополнительные траты электроэнергии. 2700 отправляется в конверт на коммунальные услуги. Так, все, готово. Переходим к следующему. Это интернет, мобильная связь. Здесь 0. В начале месяца я оплатила все счета, поэтому на балансе 0. С данного распределения я сюда отправлю только 150 рублей. И это будет на оплату моего сотового телефона. У меня выходит, по 150 рублей у меня выходит. У мужа там чуть больше тариф, он человек более общительный, и по работе у него много звонков. И к началу месяца нужно будет накопить мне сумму уже на оплату. То есть сейчас я внесу только 150, это чтобы оплатить мой телефон. А на оплату телефона мужа и на оплату интернета это уже со следующего распределения. Потому что все у меня списания происходят в начале месяца. То есть за прошлый месяц все счета у меня уже оплачены за март. И следующие счета я буду платить. А в начале следующего месяца уже будут платежи за апрель. Так, это я сделала. Теперь подписки. Подписки 0. Добавляю 200 рублей. По подпискам остался лишь один платеж. Каждый месяц эта подписка у меня идет у мужа. А себе я уже оплатила все за год. У меня подписка от Сбербанка, Сберпрайм. Вот, и у меня там идет оплата один раз в год. И платеж уже прошел. То есть все до марта следующего года будем платить все по подпискам по 200 рублей. Если, конечно, еще на что-нибудь не подпишемся. Это ушло. Садик, детские кружки. С этого распределения сюда я хочу отправить 3000. На следующем распределении добавлю еще 2000. И как раз у меня к моменту оплаты у меня выйдет нужная сумма 5000. Так, с этого распределения 3000. 1, 2, 3. 3000 рублей отправляются в конвертик детский садик и кружки. Детский садик и кружки. Все готово. Дальше еда. Еда в этом месяце, даже не в этом месяце, да и в этом месяце, в этом распределении я отправлять буду большую сумму, потому что уже подъели те запасы, которые у меня были сделаны с осени. Уже, в принципе, и лето скоро начнется, и уже все свежее пойдет, весна, лето. Я сюда отправляю 9000, потому что и нужно мясо закупить мне, и рыбу надо, поэтому 9000. Меньшую сумму, никак мы не уложимся. 9000 отправляются на продукты. Конвертик еда. Следующая категория это будет уже на содержание у меня кошки. Так, надо выровнять. Никак не хотят в конвертик помещаться. Ничего, сейчас я вас расположу. Ой, не падать. Так, все, поняла. Так, еда готова. Так, это моя следующая. Следующая это у меня моя кошка. Осталось 250, но тоже 250. Я кошку кормлю и сухими кормами, покупными жидкими, и со стола даю куски, да. Знаю, что не рекомендуют мешать, но у нас как бы так... Она у меня не породистая, обычная дворовая. И она привыкла кушать все, но дама в возрасте, мои кошки уже... Ой, сейчас посчитаю, сколько же девочки. В 2012 году я ее взяла маленьким котенком, а сейчас уже 2023 год. И получается уже 11 лет, да. Вот. Она у меня питается, я ее кормлю со стола, да, куски она у нас таскает. И также покупаю ей сухой корм и иногда балуюсь жидкими.
Ну, получается смешанное. Вот вспомнила название, называется смешанное. На смешанном питании. Развлечения. Конвертик пустой. Тут у нас 0 рублей. У меня муж с ребенком сходили на детский спектакль в театр теней. Им обоим очень-очень понравилось. Так что будем продолжать в том же духе. Посещать культурные мероприятия более активно. И сюда я отправлю 1500 рублей. Так, смотрим. Это будет у меня наличка. Так, 1000. И вот 500. 1500 в конвертик развлечения. И у меня, кстати, уже есть планы, куда мы пойдем в ближайшее время. Всей семьей пойдем в театр кукол. Давно хотела там побывать. У нас как раз там читала в новостях то, что закончили ремонт. И там сейчас все новое, новые сцены, сиденья. И мы вот пойдем туда, посмотрим, что там сделали. Так, это были развлечения 1500. Вот бензин осталось 700 рублей с прошлого раза. Я добавлю сюда всего лишь 1000. Погода хорошая, весна пришла. Будем стараться больше ходить пешком. И на балансе будет 1700 рублей. Так, эти деньги у меня на карте. Сюда 1000. Так, 1000 рублей. Будем больше ходить пешком. Ну и плюс сэкономим финансы. Так, вот он транспорт. Такси, автобусы, метро. Все в этом духе. Сюда уходит 1000 рублей. Бытовая химия, гигиена, прочее. Ну, здесь у меня трат особых не было. Здесь продолжаем копить. Как я говорила ранее, я обычно вот бытовую химию, гигиену закупаю большим объемом и уже переливаю в более мелкую тару. И так мы расходуем, получается, то, что где-то раз в 3 месяца я покупаю эти большими канистрами и жидкое мыло, и стиральный порошок, и все остальное. И получается очень удобно, то, что не надо много раз закупать, ходить в магазины слишком часто за этими категориями. Так, сюда по 100 рублей. Получается, бытовая химия на балансе 600 рублей. Гигиена на балансе 400. И прочие расходы бытовые. Так, 250. 250 рублей. И в каждый конверт, желтый, это у меня на картах, по 100 рублей. Раз, два, три. Конвертик все пухлеет. То же самое касается там всяких уборочных средств. Тряпки, губки. Тем более сейчас замечательные губки из микрофибры. И пытаются большими объемами тоже. Один раз заказала на доставку, купила и хватает чуть ли не на год. Очень-очень удобно. Самое главное — это организовать грамотно дома место для хранения, чтобы все эти запасы хранить. Было очень удобно. Так, переходим к канцтовару. Здесь осталось 0 рублей. Как всегда, канцтовары творчества, всякие альбомы, карандаши, пластилины. Все требуется. У нас постоянный расход. Ребенок у меня очень творческий, и ему требуется очень много материалов. 500 рублей хочу. И сразу, наверное, отмечу то, что вот все канцтовары творчества, книги, забота о себе, я хочу закинуть сюда по 500 рублей. Книги трат не было. Недостаточная сумма накопилась для покупки, но уже скоро. Я хочу в категорию книги накопить, чтобы можно было сразу купить 2 книги для меня и для мужа, чтобы никому не было обидно. Забота о себе. Покупала косметику по мелочи, и вот чуть поскуднее стал этот конвертик. Тут всего 200 рублей, но я добавляю по 500, и уже на балансе канцтовары будет 500 рублей. На книге на бумажном носителе 1100 рублей. Забота о себе 700 рублей. И сейчас осталось только раскидать по конвертикам. 1, 2, 3. Канцтовары творчества. Банкнота 500 рублей отправляется в этот конвертик. Готово. Книги. Конверт книги. 500 рублей. Становится конвертик все пухлее и пухлее. Забота о себе. Также 500 рублей.
готово. Дальше идет хобби. На хобби я хочу по 250, наверное, на каждого. Но муж у меня уже он сформулировал точно цели, что он хочет. Поэтому я, наверное, себе поменьше, ему, наверное, побольше. Так. Муж уже прописал, он хочет, у него хобби, он в теннис играет. И у него ракетка поломалась. Она еще как бы можно ей играть, но она уже такая в непотребном виде. Ему здесь надо накопить 2,5, чтобы было. Пока 500, угу. А у меня цели еще до конца не сформированы, поэтому я, наверное, себе, да, тут было 250 рублей, просто закину. А мужу тогда я закину вот так, наверное, 450. Наверное, так будет правильно, так как муж цель поставил свою точно, знает, чего хочет. А я пока еще составляю списки, так выкидываю, что мне нужно докупить, что хочу. Вот у меня хобби, я люблю шить, вышивать. И еще до конца не продумала, что мне нужно докупить. Поэтому мне 50 рублей, а муж знает, чего он хочет, поэтому ему уже 450. Так, и в сумме будет 700 рублей. У мужа 700 рублей на балансе, у меня 300. Осталось только расположить финансы в конвертик. Так, мне полтинник. Может разменять? Угу. Да нет, вот так, наверное. Если что, вернусь сюда и разменяю. Должно хватить не 50, а мужу 450. А вот у мужа, вот было 250 полтинник, я заберу. И 500 рублей ему туда положу. У него уже будет 700. Угу. Так, подумаю. Может быть, со следующего распределения сюда прям до нужной суммы ему и добавлю. Потому что потеплело, весна, уже ходит на улицу. У нас рядом с домом хорошая площадка, и уже играют там они. С друзьями собираются, играют в теннис. И на работе у него тоже теннисный стол. Так что ему уже надо. Следующее это идет накопление на спорт. В каждый из конвертов я отправляю по 500 рублей. Было на балансе по 450 с прошлого распределения. И теперь будет так, 450 плюс 500, 950 рублей. 950 рублей у меня и 950 рублей в кармашке у мужа. Вот как раз все мои банкноты по 500 рублей, и все разойдутся по кармашкам, по конвертам. Для меня и для мужа. Для мужа 950. Ну, уже со следующего распределения, посмотрим, может, в выручайку залезу, как будут обстоятельства складываться. Может быть, я уже и куплю абонемент. Я посмотрю, может, просто на меньшее количество занятий в месяц, но уже тут почти 1000, еще чуть-чуть осталось. Либо подожду следующего месяца, следующего распределения. Вот. Так, личное. По 100 рублей. 100 рублей добавлю себе и 100 рублей добавлю мужа. И получается по 450 рублей. Вот так. По 100 рублей. Вот они мои 100-рублевые банкноты. Раз, два. В мой кармашек 100 рублей. Все, чтобы другим банкнотам не было скучно. Чем больше банкнот в конвертиков, тем лучше. И 100 рублей отправляются мужу. Угу, готово. Так, выручайку я свою решила разместить в конце этих конвертиков, даже, наверное, даже после долга надо. Вот. И в выручайку я отправлю 1500, потому что выручайка, она относится к категории резервный фонд. Добавила наклейку здесь. То есть резервный фонд, если мне не хватит распределенных финансов по вот этим конвертам, я смогу залезть в выручайку и дополнить до нужной суммы. Вот. Также из выручайки, например, в мелкий ремонт я тоже сам буду залазить, если не будет хватать. Вот, в долгосрочно это по ремонту, если что-то сломается, мелкая поломка по дому, там розетка или еще что-нибудь, лампочки и всякая другая мелочевка, то тоже буду брать из выручайки. Это у меня один конверт из представителей моего резервного фонда. Так, не отвлекаемся.
1500 уходит у меня в выручайку. Вот он у меня выручайка. 1500. Так, эти деньги у меня на карте, поэтому я беру вот из этой стопки. И следующая категория это будет у меня на оплату долга. На оплату долга здесь уже все уже ушло, деньги ушли. И на данном распределении я хочу только 10 тысяч. Да, 10 тысяч. Деньги лежат на карте. И 10 тысяч отправляется в конверт на оплату долга. К началу месяца опять накопим с мужем нужную сумму здесь. 30 тысяч. И в начале следующего месяца будет очередной платеж. Вот. Сумма долга все уменьшается, что не может не радовать. И уже совсем скоро здесь будет 0. А этот конвертик мне не понадобится. Да, я отклею с него наклейку и буду накапливать деньги на более приятные цели. Так, ежегодные. На страховку автомобиля, на налоги, накопление в том же темпе у меня по 100 рублей. Уже более большую сумму буду отправлять ближе к датам уплаты налогов и к дате покупки страховки. Поэтому пока по 100 рублей и на балансе будет по 300 рублей по каждой категории. Налоги и страховка по 100 рублей. Так, одна 100-рублевая банкнота, вторая. Так, подвиньтесь, к вам подружка пришла. 100 рублей. И налоги тоже 100 рублей. Вот тоже думала, какую бы наклейку приклеить на налоги. И пока мне не понравилось что-нибудь такое, чтобы ассоциировалось именно с уплатой налогов. Но я еще поищу, может, что-нибудь мне понравится. Я тоже сделаю сюда наклейку и задекорирую. Поэтому у меня налоги вот пока без наклеек, потому что я еще не придумала. Но зато на отпуске уже есть вот планета, путешествия. Ну, тоже еще не закончено. Еще хочу парочку сюда. Можно там пальмы, море, что-нибудь, либо ракушки, звездочки, что-нибудь еще придумаю. Ну, пока вот сделала только планету с самолетами. Что отпуск, он должен быть связан со свободой перемещения, чтобы можно было полетать. Наш мир прекрасен, планета большая. Есть много мест, где хотелось бы побывать. Так, отпуск. На отпуск я добавляю 500 рублей. На балансе будет тогда 1600. 1600. Вот она, банкнота 500 рублей. Отправляется в конверт на накопление на отпуск. Готово. Следующее это подарки. Здесь у меня было 1500. Так, сегодня у нас 15. Ну да, вот 1500 сюда. Потому что скоро уже будут дни рождения. И нужно будет покупать подарки нашим именинникам, кто родился в апреле. Так, подарки. Было 1500. Добавляю 1500. И на балансе получается 3000. И дальше уже перейдем к долгосрочным накоплениям. И ну-ка двигайтесь. Сейчас я вас аккуратненько размещу в этом конвертике. Не толкайтесь, для всех места хватит. Долгосрочные. И начнем, как всегда, с инвестирования. Инвестирование 200 рублей. И на балансе у меня уже будет 1700. 1700, 200 рублей отправляется в данный конверт. 100, 200. Уголочек сейчас. Сейчас мы разровняем банкноту. И она у нас такая ровная, красавица, отправится в свой домик. Так, это у нас подушка безопасности. Да, подушка безопасности это вот как раз
тоже относится к резервному фонду нашего семейного бюджета. И представлен в двух конвертах. Это рублевые накопления и накопления в долларах. Вот сейчас нам и потребуется эта купюра в $50. Так, рублями я на подушку безопасности 200 рублей. На балансе будет 1000. И в долларах я отправляю 500. На балансе будет 70. Раз и 200. 100. 200. Сначала рублями. О, сколько у меня тут уже мелочевки накопилось. Можно будет брать отсюда в размен. Менять 100-рублевые банкноты на более крупные. Так, отправился. И вот доллары мои. Ну, тоже непонятно, что будет с долларами. Что будет с рублем? Столько неизвестных. Неизвестно, что нам преподнесет 2023 год. Ну, конечно, будем надеяться на лучшее. И рассчитывать, что сильно резкого обвала не будет. Ну, посмотрим. Если вдруг будут какие-то очень резкое падение доллара, тоже, наверное, буду опять на рубли менять, чтобы сильно эту сумму не потерять. Но пока мы с мужем решили, что все-таки в долларах подушку безопасности я тоже буду накапливать. Тем более сумма $70 это на данный момент, конечно, начало положено, и тоже деньги хорошие, я им рада, но сумма небольшая. Если произойдет какие-то там супер экстремальные события, больших сумм мы пока не потеряем. Вот. Но все-таки цель копить и накопить резервный фонд. В долларах тоже. Так, следующее идет мой любимый сыночек. Сыночку я 200 рублей. И на балансе уже будет 900 рублей. Так, 100-рублевая банкнота и вторая 100-рублевая банкнота. Я, наверное, вот так вниз, просто я очень люблю, как выглядит 200-рублевая банкнота, поэтому я ее все-таки красавицу вот сюда вперед. Пускай она у меня здесь будет на виду. Следующее это на обучение. Угу. Для меня и для мужа. Мужу я отправляю чуть больше, чем себе. Себе я 200, мужу 300 рублей. Потому что у мужа ему нужны курсы для работы. А у нас главный добытчик в семье все-таки муж. Поэтому на его образование на его курсы чуть побольше. Конечно, самообразование вещь хорошая, но иногда нужно исходить и на платные курсы. Там материал выстроен более грамотно, и не всякий курс есть возможность, не всякое обучение пройти на бесплатной основе. То есть копим деньги дальше. Так, себе 200, мужу 300. Сроков, когда нужно накопить сумму, пока не установлено. То есть примерные суммы известны. То, что это будет где-то 3-5 тысяч, это точно на каждый курс. А по срокам пока у меня информации нет, поэтому и накопление происходит в таком вялом темпе. Вялом, медленно, но главное, что происходит. Когда наступит нужный момент, уже будет накоплена сумма, и добавлять придется не такие большие суммы. Так, мне 200 рублей. Где мой кармашек? Вот он. Так, 100, 200. А в карман к мужу я отправлю 300 рублей. У меня на балансе уже будет 550. А у мужа на балансе будет 650. Готово. Одежда и обувь. Тоже были покупки, были траты. Покупали, по мелочи, что же мы купили. Из одежды, по-моему, кофта была у меня, да, блузка была. Опять на меня, да. У меня мужчины одеты мои, сын и муж. А вот себе нужно мне обновлять гардероб. Так, осталось 200 рублей. И сюда я добавляю 500 рублей. 500 рублей. И в итоге на балансе будет у меня 700 рублей. 500, 500, 500. Следующая категория это будет здоровье и зубы.
Наконец-то я дошла до стоматолога. Все, зубик мне вылечили. Все хорошо. В следующий раз к стоматологу мне теперь только через полгода. Ура, ура! Ну, надо лечить зубы мужу. Мужу нужно накопить 10 тысяч. У него там ситуация с зубами более сложная, чем у меня. Но на данном распределении пока 500 рублей. Но у него тоже терпит, поэтому 500 рублей. И на балансе здоровье аптека будет у меня 1000 рублей. 1000 рублей. И там у меня вышло не 6000, а у меня вышло меньше за лечение. У меня вышло 5500, поэтому 500 рублей осталось. Вот, что не может не радовать. Это очень-очень даже хорошо. Следующая категория — это идет техника. Техника, которая наша в личное пользование, и техника накопления. Коплю себе на оборудование для съемок, на лучшую камеру, шумоизоляцию и всякие другие сопутствующие товары. Так, техника. Техника 100 рублей. На балансе будет 700 рублей. Конвертик YouTube 100 рублей. Добавляю сюда 200 рублей. И на балансе уже 300 рублей. Нужно 3 100-рублевых банкноты. 1, 2, 3. Конверт техника. Уходит у меня 100 рублей. 100 рублей. А вот этот веселый желтый конвертик отправляется 200. Готово. Дальше автомобиль, текущее техобслуживание и ремонт. Так, 11, сюда 2000. 2000, и эти деньги желтые карты лежат на картах. И в итоге уже накоплено будет 13 тысяч. Ну, скоро эта сумма уменьшится, потому что муж сказал то, что ему нужно поменять масло, поменять фильтры, еще какая-то мелочевка. Ну, сумму он мне пока не назвал, потому что то масло для мотора, которое он покупал, еще тормозную жидкость, те бренды, которыми он раньше закупался для своего автомобиля, их сейчас, они ушли из России, производители, на рынке их уже нету. И вот он сейчас будет подбирать аналоги. Вот. И сколько выйдет сумма, пока данных мне предоставить не может. Поэтому я продолжаю копить. А сумму буду знать, сколько мы потратим. Но это уже скоро, я думаю, уже даже 15 сегодня число. Ну да, уже ближе к концу месяца или туда, да. Он уже пойдет, этот вопрос решит. Машину свою приведет в порядок, пройдет техобслуживание и уже по ремонту, может, посмотрит. Там уже один раз он ездил, ему выставили ценник. Там около 40 тысяч, то, что менять. Но я так и не поняла, какие части там менять. Ну, что-то надо было ему. Но я думаю, что это, наверное, сверх вот той суммы, которая сейчас идет на текущее обслуживание. Ну, предоставит мне информацию, тогда уже можно будет более точно поставить цель и стремиться идти к этой цели. Так, ремонт и добро. Я сюда хочу по 150 рублей. 150. Угу, как раз у меня осталось 300 рублей и полтинники, и 100-рублевые банкноты. Так, категория ремонт на балансе тогда получится 350 рублей. На категорию добро 250. И вот к следующему распределению, я думаю, вот конвертик добро у меня уже тоже опустеет. Так, 150 и 150. Категория ремонт. Банкноты в конверте и категория добро. Также сюда уходит 150 рублей. И осталось это вот финансовые игры и крапилки. Здесь у меня 150 рублей. Ой, 150, не 150, 1000. 1000 у меня приготовлено разменом. Сюда в табличку и все я указала, что 1000. Вот, как я учитываю расходы, я снимала видео, и оно есть на моем канале. Если кому интересно, можете
зайти либо на мой канал, либо перейти по ссылке. Ссылку я оставлю под этим видео. И посмотреть, каким образом я считаю по всем своим конвертам траты и как у меня, получается, формируются остатки. Все это я делаю с помощью простой таблички в Excel. Сейчас я все подготовлю для того, чтобы сыграть финансовую игру и расположить деньги в копилке. Вернусь к вам через минуту. Сначала начнем с финансовой игры. Так, какой же конвертик мне выбрать? Сегодня я, наверное, возьму... Так, вот это, наверное, вот этот оранжевый. Вот, оранжевое настроение. Конвертики в сторону. Первый бросок кубика. Для того, чтобы узнать, банкноты каким номиналом отправятся в этот конверт. 5. Итого 500 рублей. Где же 500-рублевая банкнота? Так, 500 рублей. А эти банкноты пускай ждут своей очереди. Их ждет судьба размещения в копилок. 500 рублей отправляем в конвертик. Сейчас с помощью наклейки я хочу его запечатать. Так, что же мне выбрать сегодня? Наверное, вот это, да, часы. Часы. Вот такой наклейкой сейчас я запечатаю этот конвертик. Готово. Получилась вот такая вот наклейка. И вторым броском кубика я узнаю, на что же пойдут эти накопления. Четвертое. Четвертое на инвестирование. Это отлично. Инвестирование. Первый раз, по-моему, выпало за все время, сколько я играла в эту игру. И вот сейчас на этот конверт я наклею как раз наклейку с назначением этого конвертика. Инвестирование. Готово. Все, пускай он отправляется к своим друзьям. Вот в эту коробочку. Тут как раз вот кошечка, крылышки, все его ждут. И теперь здесь оранжевый конвертик. Оранжевое настроение. Первая игра сыграна. Следующая это у нас будут копилки. Но перед тем, как перейти к основным моим копилкам, вот они. Раз, два, две мои замечательные копилки. Хочу показать, что у меня есть еще одна копилка. Это вот с мелочью. Если какая-то мелочевка у нас в карманах с мужем бывает, мы вот ее частенько сюда закидываем. Но эта копилка, она пока, она еще без целей. То есть просто складываем мелочи и непонятно на что. Поэтому мы решили всей семьей, малыш тоже принимал участие, составили вот такой список. На бумажке написали то, что 50% достанется мужу, 40% мне, малыш 10%. Он всегда помогает, тоже монетки всегда складывает вот в эту копилочку. И здесь написали, кто на что, на какие цели потратит те деньги, которые здесь. Вот, муж сказал, что он хочет всей семьей сходить в кафе. Как бы на ресторан, я понимаю, что здесь не хватит, но в какое-нибудь простенькое кафе, да. Я написала то, что я хочу свои 40% с этой копилки я направлю. Если хватит суммы, то уже схожу, сделаю. Хочу сделать маникюр в салоне, потому что все время во время беременности, во время после родов я всегда сама себе. А хочется уже красивые ногти, поэтому вот у меня такая хотелка, такие желания появились. Ну, малыш сразу сказал, то, что хочет киндер-сюрприз и какую-нибудь маленькую машинку. Ну, я думаю, вполне хватит на его 10%. Вот, кстати, кто знает, сколько помещается, здесь вот 600 миллилитров, ну, сюда и рублевые, 2-рублевые, 5-рублевые монеты у нас размещаются. И вот хотелось бы знать, сколько там получится. Ну, я думаю, наверное,
Ну, я так предполагаю, что, думаю, тысяч, наверное, 5 накопится, может, чуть больше, чуть меньше. И вот, когда будем скрывать копилку, вот такой вот маленький конвертик я подготовила. Так, где мой пинцетик? Сейчас мы в него положим эту записочку. Также я хочу его вот с помощью изоленты немножко усилить. Сказали мои мужчины, что нужно красную изоленту. Так, сейчас проверим, поместится-то. Ну, да, наверное, поместится. Сейчас ножницами, может, чуть-чуть побольше сделаю здесь отверстие и запечатаю еще изолентой. И отправлю в эту копилку, и уже будет понятно, на что там идут накопления. Вот так. И сейчас туго идет. Вот так хочу сделать сейчас. Чик-чик. Готово. И запечатываю изолентой этот маленький замечательный конвертик, в котором прописаны суммы, кому сколько достанется. Копим всей семьей, тратим тоже всей семьей. Чуть-чуть не хватает, но не страшно. О, готово. Так, влево-вправо, чтобы... И вот он, конвертик с целями. Та-дам, отправляется сюда. И вот я подготовила несколько монет. 10-рублевых. Раз, два, три. Готово. Вот такая вот копилка. Еще теперь вот у нас стоит. И накапливаем мелочь. Все это убираем в сторону. И вот мои две копилки. Основные мои помощницы. Фломастер. У меня нет, но у меня есть ручка. Будем зачеркивать ручкой. Потом, если потребуется, можно ввести маркером, но это не обязательно. Посмотрим, сколько здесь осталось. Должно 500 рублей быть. У меня было подготовлено 1000. 500 рублей ушло на финансовую игру, конвертик туда. И должно остаться 500 рублей. Да, как раз 500 рублей. Так, это у нас на отпуск. А эта копилка... Цели также написаны на бумажке, и бумажка внутри, то есть с секретными целями, которые располагаются внутри. Я хочу на отпуск побольше, да, честно скажу, хочу побольше, поэтому, наверное, 300 рублей уйдет в эту копилку, а 200 рублей в эту копилку. 300 рублей, где было? 100, 200, 300. Ну вот, зачеркну, наверное, вот так, да. 100 рублей и 200 рублей. Да, ручка плохо видно, но все-таки мне потребуется взять маркер и более жирно поставить крестик маркером. 300 рублей отправляются в копилку. Так, наверное, 2 захода. Угу. Сначала 100 рублей, потом 200. Наверное, поэтому так и не захотела она туда залазить, эта банкнота. И сейчас быстренько заполним вторую копилку. Так, 100 рублей. Все готово. И 200 рублей. Первая копилка готова. Вторая копилка. Здесь у меня вот так вот идет, вот такими банкнотами. Как раз. И, наверное, сейчас как раз на полтинниках сделаю. Ну вот она, эта троица. 50, 50, 100. И 200 рублей отправляются во вторую копилку. Готово! Большое вам спасибо, что были со мной. Желаю вам всего доброго, чтобы ваши доходы увеличились с каждым днем, копилки наполнялись, конвертики становились все более пухлыми, становилось там все больше и больше разнообразных банкнот. Хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Пока-пока!